М, Боже, как они пахнут, девочки, мальчики. А какие они пушистые. Мягусенькие. Смотрите, какие. Боже. Это сказка, прямо сказка. Для этого рецепта я возьму молоко топленое, 300 грамм. Вы как хотите, можете взять обычное молоко. Но мне хочется такой карамельный вкус. Я люблю запах топленого молока. Я его подогрею немножко. 300 грамм. Для опары мы возьмем сахара немножко. И 40 грамм дрожжей свежих. И перетрем. Пока не растворятся наши дрожжи. Дрожжи начали действовать с сахаром. Видите, как они растеклись. Поначалу будет казаться вам, что очень трудно объединить сахар и дрожжи. Видите? Все. Они превратились в однородную массу. Вливаем теплое молоко. Муки на этот рецепт пойдет плюс-минус 800 грамм. Берем с общего количества ложки 4, может больше. И делаем опару. Опара вот такой консистенции где-то. Оставляем минут на 30. Вот какая замечательная опара. Смотрите. Суперская. Замешиваем тесто. Всю опару выливаем в емкость. Приятный запах дрожжей. Берем 100 грамм сметаны. У меня 20% сметана. Берем одно целое яйцо и 3 желтка. Один желток, второй желток. С белков можно сделать меренгу с орехами. Будет очень вкусно. Тортики или что еще. Так, 3-й желток. Оставшийся сахар, сметана 100 грамм, 20%. Все перемешиваем. Одну щепотку соли. Добавляем муку. Я сказала, что 800 грамм плюс-минус, в зависимости от вашей муки. У меня 11% белка мука. Универсальная наша барановицкая мука. 11 грамм белка. Универсальная мука. Баранович производит. Баранович хлебокомбинат. Вы можете брать любую вашу муку, которая вам нравится. И замешиваем не тугое тесто. Масло в конце. Мягкое растопленное масло. Сливочное. Все, теперь можно добавлять масло. Сейчас я вмешаю эту муку. И добавлю масло. Хотя можно еще одну ложку. Все, окей. Сейчас буду вилкой вымешивать. 25 грамм мягкого масла.
Сначала вилкой, потом буду рукой вымешивать. Хотя, мне кажется, уже не надо. Я вижу, что по тесту. Тесто должно быть мягенькое, сдобное. Вымешиваем минут 10. Тесто я вымесила. Вот оно такое замечательное. Смотрите, какое воздушное прямо. Тает во рту, в руках. Видите? И оставляем его на расстойку. Может быть на час, может быть на меньше. Пока не увеличится в 2-3 раза. Вот такая красота. Отпылим немножко. Обомнем, разделим на 12 частей и сделаем колобочки. Оставим минут на 10. Пока наше тесто отдыхает, приготовим начинку. У меня творожный сыр классический. Можете взять любой, можете даже маскарпоне. Одно яйцо, сахарная пудра, немножко ванили. И объединяем это все. Это оставляем. Так, сметана 20%, самое, ваниль, сахарная пудра, одно яйцо. Тоже перемешиваем. Если мне этого мало будет, я еще сделаю творожную начинку. Собрала все, что было дома, остатки. Берем противень, устеленный пергаментной бумагой. Кладем наши 6 булок. Делаем такое вот углубление. Типа такие ватрушки большие. Сметанная заливка. Замороженная черника. Вот эти вот оставшиеся свободные края теста смажем желтком с молоком. Делаем штрезель. 150 грамм муки, 80 грамм сахара и холодное масло 70 грамм. Все перетираем в крошку. Вот такая крошка получилась. И присыпаем наши ватрушки штрезелем. Первая партия готова.
22 минуты простояла в духовом шкафу. Сейчас понесем вторую партию. Да я голубички сверху накидала. Смотрите, какие красивые. Боже, как они пахнут, девочки, мальчики. А какие они пушистые. Смотрите. Мягусенькие. Смотрите, какие. Боже. Это сказка, прямо сказка. Это самый большой такой вот гигант. Делаю помадку. Пудра сахарная. Ложка холодной воды. Немножко лимона, сока. Примерно где-то столовая ложка сока лимона и столовая ложка воды. Грамм 50 сахарной пудры. Все, и польем сверху.